Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Как бы я ни старался, не получается у меня отойти далеко от тюремной темы. Видимо, вот в чем я эксперт, тем мне и приходится заниматься. Даже если я буду делать какие-то автообзоры, либо там кулинарию, что угодно, я все равно, видимо, запомнюсь как бывший зэк, потому как я так заявил о себе на ютубе изначально. Но я хочу быть бывшим зэком, который смог исправиться, смог стать на этот путь исправления. Для тех, кто впервые на моем канале, я провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь ни в коем случае. Здесь я просто рассказываю свой опыт и высказываюсь по поводу ситуации, либо каких-то телепередач по этой тематике. Сейчас мы с вами будем смотреть фильм, который называется «Наказание. Русская тюрьма. Вчера и сегодня». По-моему, так. Очень много серий есть этой старой передачи. Я помню, смотрел ее давно. Вот. И если вам зайдет, то посмотрим все. А для того, чтобы я узнал, зашло вам или нет, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий, свое мнение. Вот. Кстати, самый лучший комментарий я закрепляю, и его видят все. То есть ты можешь оказаться популярным челом. Также лайк, подписка, ВК, Инстаграм, мой другой канал, ТикТок. Тоже, кстати, у меня интересно. Вы все найдете, это все в описании. Давайте не будем долго особо разглагольствовать. Начнем просмотр. Приготовьтесь. Садитесь поудобнее. Давайте, погнали. Играли в карты, играли на людей. Доставочка. Шестя козлом обзовут, скажи сам, козел. Но если тебя коммунягой обзовут, надо лезть в морду. Это что еще за новости? Он уже опущен. Так порту вот человеческая блевотина. Доставки они, Если, конечно, как говорится, умели идти делать. хули, так своими ногами, чтобы не тащили, как обоссанный матрас. Так, Варьё были давай. хорошие люди. Что это, Чикатило? И мы больше не слышали своей фамилии, имя, только по номерам. Мама в красном платье пришла на свидание. Нельзя идти. Но это на малолетке. Раз я нахожусь, я же расту. Откуда появилось в русском языке слово «тюрьма», никто не знает. Но ему уже больше 500 лет, и оно до сих пор не потеряло своей Кирилл актуальности. Набудов. Случайно нам поговорка все время напоминает. Старый Не добрый зарекайся от старина. тюрьмы. Не зарекайся. Это будет фильм о том, какой была и какой стала русская тюрьма, наша пенитенциарная система. Это будет такое Давай, телевидение, просвещай. стереокино. Вчера и сегодня. В нем будет и про тюремные понятия, и про блатной язык феню, который уже наполовину стал нашим обычным языком. Но главное, Есть это будет такое про дело. людей. Людей, для которых тюрьма – это большая часть жизни, а для некоторых даже вся жизнь. Вся жизнь, Конечно, сегодня тюрьма не такая, какой была 300 лет назад. Откройте секрет, сейчас в 2021 году она и не такая даже, как ты ее будешь описывать вот в этом выпуске. Не рвут ноздрей уголовным, не рубят головы, шваброчку телевизоры появились в камерах, музыкальные коллективы на зонах даже. Все изменилось. Но люди Такого вы не ожидали? Остались те же. Давайте, меньше пафоса. Вот, русская тюрьма вчера и сегодня. Какого года вообще эта передача, интересно? О чем сегодняшний выпуск? Недалеко от Череповца есть озеро Новое. На нем островок. На острове монастырь, 16 век. Белые стены бывших келий и храма, голый пустой двор, тишина и только ветер. Джерри. Теперь это Пятак, колония Вологодский? номер 5. Когда в России в конце 20 века ввели мораторий на смертную казнь, именно вот про сюда, чё на выпуск. островок под названием Огненный, привезли самых первых бывших смертников, ставших пожизненными. Кстати, слава богу, я там не был, но судя по передачам, которые я смотрел, Вологодский Пятак — это такая была самая нережимная, можно сказать, черная зона для пожизненно осужденных. То есть по сравнению с тем же каким белым лебедем, там, черным дельфином, полярная сова, снежинка, которые открылись. Я, естественно, все эти фильмы смотрел. Не знаю, сейчас я смотрю только когда обозреваю что-то подобное. На самом деле. Сейчас я больше смотрю какие-нибудь, знаете, как эта фигня называется? Забыл.
Ну, короче, канал Disney, там с детьми смотрю, либо «Дважды два», в общем, ну, либо какие-то комедии. Вот. Но, так сказать, что теряться, можно и это глянуть. Все-таки около ходим этой темы. Давайте посмотрим, что здесь интересно в этой зоне. Если бы не отмена Интересно. смертной Нихера. казни, они все были бы расстреляны. А теперь живут здесь. Вспомнил, что я смотрю на Disney. Gravity Falls. Расстрел или пожизненное заключение вот так сидеть. Ну что, я вот 15-16 лет, я столько намучился. Я даже не могу... Интересно, что с ним сейчас? По некоторым причинам, соображениям там, не могу говорить даже то, что со мной было там, на тюрьме. Понятно. Столько намучился, пережил. И вдруг я возьму и скажу, да, вот сейчас Ну, меня ты расстреляйте. не просто так там конечно, оказался, я скажу, старичок. пусть лучше уже будет, как будет. Чем кончится, тем и ладно. Намного ли лучше смерти такая пожизненная жизнь Анатолия Гурьева, может ответить Давай. только он сам. Но Рассказывай, факт. про чем. На нем и таких, как он, мужиках, сидящих на огненном, замкнулся исторический круг. На Руси теперь снова нет смертной казни, главного способа государственного наказания. Так же, как ее не было 800 лет Как относитесь, кстати, к смертной казни? За или против? Что думаете? Напишите в комментариях тоже. назад. Страшные кадры. Это ад на земле, на самом деле. Хотя туда попадают грешники. Те, которые, наверное, должны там оказаться. Просто так по жизни не дают. 800 лет назад на Руси уже строили потрясающие храмы, но совершенно не знали, что такое тюрьма, зона, блатные, тут уголовный такой кодекс. формат. Предки жили гораздо проще. Тут рассказывают, что было раньше. Муж мужа, то мстить брату брата. 12 Или век. сынове Русская отца. правда. Так называется самый первый документ, говорящий про уголовные наказания. Но какие? Если убьет муж мужа, то или мстить ему, или получить с него выкуп в 40 гривен. И все. Никакой тюрьмы, никакой высшей меры. Так будет сотни лет, пока постепенно не разработают уголовную систему. То 40 гривен положите за ногу. 40 гривен. Братья украинцы, скажите, сколько это? Царь Иван III в своем Сколько стоила судебнике раньше 500 лет человеческая назад жизнь? впервые за убийство смертная казнь. За преступление полегче — порка. Срезать головы будем нещадно. Вот это кино нам оно нахер не надо, честно говоря. И смену боярскую с корнем рвать. Можешь что-нибудь повеселее? Ледяная тюрьма. Сверху доски и дырка, куда это вбрасывали давай, еду и как раньше вытаскивали было. парашу. Спасибо. И так сидели годами. Вот картина Сурикова знаменитая «Боярыня Морозова». Раскольницу Морозову везут именно в такую тюрьму, где она просидит 2 года Нахуй и нам умрет эти истории? от голода. Сейчас-то, конечно, сидят иначе. Ну как, давай, быстрее, ближе, блядь. Ближе к сути, нахуй нам весь расклад. В тюрьме, что ли, вроде ребенок? Чудные детишки, детский городок и эта тюрьма, точнее колония в Мордовии. Женская. Далеко не все зоны такие, чего уж там скрывать. Но это настоящая, не показная. Дом матери и ребенка. Пипец. Не единственный в России, однако экспериментальный. Здесь 8 мамашам за хорошее поведение разрешено находиться с детьми постоянно, а не только в отведенные часы, как остальным. Идиллия. Но Оксана... Кстати, ну вот много раз слышал, что специально они залетали как-то, чтобы туда уехать и там весь срок просидеть, там и раньше освободиться можно, вот в эти условия, короче, переехать там, и залетали там от конвоиров на этапах, там еще где-то, короче, старались всеми путями залететь. Ну, не знаю, правда или нет, возможно. Оксана даже среди этих счастливец выделяется. В октябре 2005 года в Екатеринбурге ее арестовали прямо в зале суда. 2 года и месяц за торговлю наркотиками. А уже в тюрьме Оксана узнала, 2 года и что месяц? беременна. Ни хрена себе. Ее молодой человек, Илья, придя на первое же свидание, Илюха, сделал ей здорово. предложение. А потом Оксану отправили в колонию, в Мордовию, в поселок По Суне Ивас. гуляют, нормально Илья приехал вообще. сюда, жениться. Я ей одеваю колечко, и она должна мне одевать тоже. Она так разволновалась, она заплакала, у нее трясутся руки, и она мне куда-то на указательный палец пытается одеть кольцо, я руку вот так вот как-то хитрым движением попадаю, то она Ох, одевает, Илюха, и Илюха. нормально все. Ну вот и все, Капнешь ты поцеловались. горе еще в Нас жизни в поздравили. этой. Сказали, что вот
теперь можете идти на свидание. Нам дали Второго делать, да? трое суток свидания. А второй раз Илья приехал сегодня, чтобы увидеть новорожденного сына. Их первое знакомство. Пипец. Можно. Да, я думаю, можно и поддержать. Не забраняется. Давай, пап, бери на ручку. С другой стороны, что ему хреново, что ли? Он там на свободе, пока ребенок вырастет, короче, да? Она освободится, ему уж сколько там, ребенку лет 5, а он такой: о, здорово, батянь. Вот здесь вот главное придерживать. И вот Жизнь, так вот. конечно, блин, это печально все, ребята. Ну, мои глаза что-то. Все-таки, что не говори, с веками нравы становятся мягче. Нынешние Да осужденные ясен должны перец. сказать большое спасибо, что родились и сели сейчас, а не 300 лет назад. Тогда им было бы гарантировано совсем другое. Владимиру Осечкину расскажите об этом. Ну что, опять история? Кто лживую присягу учинит, 2 пальца которыми присягал, отсечь, а его послать на каторгу. Это из первого, сделанного по европейскому образцу Уголовного кодекса. Он же был и воинским уставом, 1716 год. Здесь гораздо детальнее прописано, за что какое наказание положено. Ежели Не, ну кто отрока осквернит, с вашего позволения, вечно на вот эту галеру шляпу буду ссылкою перематывать. наказать. Сплошной белой корой. Это и есть следы кнута. Лупили? У палача с собой всегда были сменные хлысты, потому что они намокали от крови, их приходилось регулярно менять. Мне знающие люди рассказывали, в чем секрет битья кнутом. Это, конечно, муляж, макет. Секрет в правильном движении плеча. Если оно верное, то тогда кончик хлыста летит очень быстро, рассекая воздух с хлопком и рассекая спину до ребра. Когда 150 лет назад наказание кнутом отменили, то все кнуты уничтожили. До нас ни один палаческий кнут не дошел. Многое другое из прошлого дошло, но не кнут. Дошли понятия тюремные, например, или язык. То есть вы хотите сказать, что когда во времена вот этой фигни, когда людей лупили кнутами, там у них какие-то понятия были, что ли? Я очень сомневаюсь, что у них были какие-то понятия. Задают вопрос. О, Вилкой в глаз Пучков. или в жопу раз. Здорово. Тот, кто понимает, о чем речь, он решительно отказывается от актов гомосексуализма. Выколите глаз на здоровье, но вот ни о каком гомосексуализме не может быть и речи. Так. Тот, кто не Молодой знает, еще. он, естественно, глаз вещь дорогая, выкалывать его нельзя. Он может согласиться, Красавчик. что вот оставьте меня в покое. Вот. Он же работал раньше в тюрьме. В тюрьме или в зоне надзирателем. Вот она моя задница, а глаза мои не трогайте. В то время как при наличии понимания, когда задается вопрос вилкой в глаз, то любому причастному известно, что в камерах вилок нет. Это Да. Дмитрий Пучков. И Мы одноглазых. знаем его творчество и знаем его голос, звучащий в блокбастерах, которые он озвучивает. Правда, несколько по-своему. Вот серия «Властелина колец». Еще начальником ГУВД был в Гондурасе. Так при нем О, руки не озоровали. Вот помню, так всех помню. держал. Смотрел в 2003 или 2002 году еще у чувака в Рязани на диске был на компе вот этот «Властелин колец» и «Большой куш». Да ведут баба и кабаки до Цугундера. Да, Пучков — это знаменитый гоблин, придающий знаменитым фильмам новый прикольный смысл. Тоже человек с тюремным прошлым, который он помнит в деталях. Игры в карты, как правило, ведут к весьма печальным последствиям для тех, Ну, это кто да, не есть умеет. При этом тебя могут обманывать совершенно спокойно. То есть, Это там, точно. ну, это подразумевается. Ты лох, и что с тобой вообще Ну да. суетиться. Если Главное тебя затянуть только в эту игру. гражданин блатной с тобой играть берется, то он тебя за человека не считает изначально. Он тебя будет обманывать, это вот безо всяких этих самых. Ну, Ну тут, конечно, палочку ты перегибаешь, но я понимаю, что это телевидение. Надо. ничего не увидишь, в общем-то, они ловко это делают. В конечном итоге, выходов 2. Выход номер 1 – это отдавать деньги, и выход номер 2 – это отправляться в петушиный угол, понижаясь в иерархии. Ну, конечно, да, так и есть, но как бы это вот с прошествием времени уже как бы не опускают тех, кто не отдал долги карточные, так называемых фуфлыжников, их не опускают. Ну, по башке настучат, там, отправят в шныри, допустим. Если я выиграл там у человека, он мне не отдал, я его забираю к себе в рабство, как бы, и он мне всю дорогу там стирает носки, там, может там посуду мыть, жрать готовить, короче, вот так до конца своего срока или моего. Вот такие дела, да. Вот это практикуется.
чпокали, опускали, загоняли в петушатник флыжников раньше, давно. Естественно, лучше убегать туда самому, пока тобой не занялись. То есть сам факт того, что ты схватил свой матрасик и расположился возле унитаза, он уже для людей достаточен. Вот он ты. Теперь ты здесь. Подняться оттуда обратно нельзя категорически. Опуститься можно, подняться назад нельзя. Тюрьма с ее нравами и бытом действительно очень хорошо знакома Гоблину. Это не вызывает сомнений. Но знакома не потому, что он сидел. Гоблин не зэк, а мент. 6 лет проработавший оперативником в тюрьме. Вот так. Художник слова, бывший тюремщик. Оперативник. Присутствует, скажем так, некое желание сделать мир лучше. Ну так и не скажешь. Если вокруг творятся некие несправедливости там, или телефон что-то такое, таскал, интересно. Возможно, выглядит несколько так подростково, но с другой стороны искренне от души. Чего разглагольствовать о том, что... Посмотришь, если этот выпуск, позови меня на интервью Пучков. Здесь плохо, там плохо. Я тебе много интересного расскажу. Сам. Вот на протяжении 6 лет делал чего-то сам. Считаю, что не стыдно, не стыжусь того, что там служил. По улицам хожу без опаски. В России через тюрьму действительно прошли очень многие талантливые люди в числе. Только прошел он с другой стороны решетки. Мы еще не раз встретимся с ним в нашем фильме. Вот они, диски еще. Блин, опять история. На острове, где Нева вытекает из Ладожского озера, стоит крепость, сильно разрушенная в войну. Самая страшная политическая тюрьма России. К этой пристани привозили арестантов, чтобы они исчезли здесь навсегда. ГУЛАГ какой-нибудь. Архипелаг ГУЛАГ. Казематы. 6. В Шлиссельбургской крепости отбывали срок, чаще всего пожизненный, самые опасные для власти люди. Так и называлась государственная тюрьма. Уголовная шваль здесь не сидела. Вот для политических зон, прикиньте, была. Сколько вот народу где там сейчас руины, в 18 погибло. веке содержался и был убит охраной свергнутый император Иоанн Антонович, русская железная маска. Жесть. Этот серый домик секретный. Царь Петр III, говорят, готовил как тюрьму для своей жены Екатерины II. Не успел. Жена сама его убила. Сидели здесь и некоторые декабристы. Да уж. От одного вида просто страх, вы представляете? Это вам не то, что сейчас там. Не там мясо мало положили в тарелку или, не знаю, там еще что-то. Вот там вот реально люди просто на смерть ехали, реально медленную и мучительную. Вот там был капец. Я даже боюсь представить, что там было. Швабры, это сейчас все понятно, но представьте, там тоже раньше какие были пытки. Там и на кол сажали. Вот, кстати, может, откуда все это пошло. И какие-то маски там, олово заливали, там же трэш был, и червям скармливали. Там просто реально ужас, не дай бог никому. Потом настал конец Тюрьма 19 плохое века. место, ребята, не попадайте, не занимайтесь фигней. В марте 881 года террористы из партии «Народная воля» взрывают Александра II. Ни хрена себе. Похоронив папу и повесив его убийц, новый царь Александр... Интересно, вот эта съемка, это была постанова, типа такая, ну, реконструкция, или реально, я очень сомневаюсь. Причем так бабах, какую-то петарду, бум, всем хана. Александр III закручивает гайки. И строит в Шлиссельбургской крепости специально для первых революционеров новейшую тюрьму. Впервые в России. Так не сидел никто. Шедевр тюремной архитектуры. Модель американская. 2 этажа, открытый проем с натянутой сеткой. Снизу видны двери всех 40 одиночных камер. Специально изготовлены стальные шконки на шарнирах. Единственный источник света. Окна, замазанные краской. Блин, смотришь эти воспоминания, это, конечно, вообще ужас. В этой сверхсовременной государственной тюрьме даже параж, ведер не было в камерах, а вместо них первый раз в истории поставили унитазы. Государственные преступники люди сообразительные, они научились центральную канализацию использовать сразу по второму назначению. Вот так вот переговаривались друг с другом, слышно было хорошо. Прекратить эти переговоры тюремщики не могли, пришлось в итоге перестраивать всю систему. Как они прекратят? Систему перестроили, и общение прекратилось. Заключенным оставалось перестукиваться, рискуя попасть в карцер. Тишина, одно письмо в полгода, свиданий нет, прогулка полчаса. Температура не выше плюс 15, питание скудное, двухразовое. Некоторые не выдерживали, умирали, кончались с собой, сходили с ума. Так было уничтожено ядро партии «Народная воля».
А вы что-то про Навального спрашиваете, как ему, что? И вот там, видите, он жалуется, кормят его плохо. Видите, как раньше? Что творилось-то? Ух. Режим, правда, слабел с годами. Стали лучше кормить и даже позволили работать. Люди в России всегда сидели талантливые. И гербарии стали собирать. И даже сделали эту физгармонию. На ней и играли. Но только 5 из партии «Народная воля» дождались освобождения. После 18 лет одиночки. 18! Одиночки! И как они вообще? Здравствуй, малыш. Малолетка? В эту ночь ты не спишь. Ты сидишь у окна. Цитата из лекции профессора Познышева. Совершающие преступления дети слишком рано начинают жить половой жизнью. Иногда с 12-13 лет, а иногда даже и ранее. Справедливо. С одним дополнением. Это написано 100 лет назад. За целый век ничего не изменилось. Витя Хохлов сидит в колонии в Колпине. Это почти как пионерлагерь, только с колючей проволокой. Играть на гитаре Витя выучился еще на свободе. Он вообще активно занимался музыкой. На свободе я учился в музыкальной школе. Не закончил ее, 6,5 лет занимался на аккордеоне. Но потом так судьба повернулась, то, что ушел из дома, но свои ошибки жизненные. И в итоге вот попал сюда. На свободе также научился еще на гитаре играть. Вот. А здесь я продолжаю. То есть стараюсь не закончить на этом свою жизнь. Почему ты молчишь? Почему ты грустишь? Что с ним сейчас интересно? Котенок? В эту колонию на 7 лет Витя сел не за музыку. Фига там, смотрите, какой крендель стоит посередине. Вот этот. Просто качмен такой. Смотрите, какой рельефный. Это кто вообще? Охренеть. Это малолетка, то есть им нет 18. Вы посмотрите, какой стоит. Просто. Без химии, без ни хрена. Люди просто годами просто пичкаются всякой фигней, чтобы раскачаться вот так вот. Прикиньте, это какие года? Ничего не было тогда. И откуда у них, у малолеток, так как какие-то... Ну, это какой-то спортсмен, наверное, разрядник, я думаю, культурист. Но рельеф у него вообще мощный. За любовь. Ту, которая посвящает свою песню. Любимая Витю. И он решил ей отомстить. Вдвоем с приятелем они изнасиловали девочку, причем в извращенной форме. Потом решили убить, но были так пьяны, что не смогли. Ему сидеть еще 4 года, но, скорее всего, выйдет по УДО, потому что активист и общественник. Понятно. Ну, поначалу надо получить музыкальный диплом хотя бы. Вот. Но потом постепенно создать свою группу. Вот. Нормально разыграться. Ну что, создал группу, придумать, слова, музыку. Вот. Возможно, конечно, Витю ждет блестящее музыкальное будущее. Есть только одно «но». Отец изнасилованной девушки пообещал убить его сразу по выходе из колонии. Только ночь одна знает. Интересно, вот он смотрел вот этот выпуск, его отец, ее отец, он, наверное, скажет, товарищ и на гитаре играет там. Я, конечно, не представляю. И, так вот посмотришь, вроде все такие, ребят, хорошие, сидит, песни душевно играет на гитаре. Вот там все хорошие, все умные такие, спокойные. И я точно такой же там был, вот, в свое время. Меня тоже там возьми интервью, я такие там темы мог бы загнать про свою жизнь, такую философию. Но когда освобождался, все, я был уже, опять на старом пути через пару дней. И доставлял людям всякие беды только, и близким, и чужим. А там все умные сидят. Только ночь одна знает. О, опять эти истории. О, Великие вот стройки социализма, освоение сибирских просторов, героический труд. Кинохроника, конечно, не сообщала, что эти герои труда заключенные. Товарищ Сталин большую часть советской экономики построил на их рабском труде. Но придумал так поступать отнюдь не он. А кто? И за сотни лет до Сталина на восток пешком шли арестанты. Им рвали ноздри, пароли и ссылали осваивать Сибирь. Жесть. Золото, рвали ноздри, руда, зачем? дороги, все их труд. А потом появился человек, который придумал каторгу. Кто это? Петр? Кто это?
Почему он лысый? Советский фильм «Петр I». Ага. Царь у станка. Дескать, почти пролетарий. Любил станки, правда. Даже пыточные станки новые привез из Голландии. И новые идеи по части подневольного труда привез тоже. Петр запретил рубить руки за воровство. Кому нужны инвалиды? Пускай лучше работают. Зато увеличил сроки. Он повелел всех уголовных, без исключения, клеймить и сразу отправлять на каторгу. Капец. Здесь будем ставить город. Его национальный проект – новая столица, город Петербург. Но кто город будет ставить? Денег Зэки? нету, ушли на войну Кто со еще? шведами, строителей не нанять. И тогда специальным указом со шведом. все каторжники России брошены на строительство города. За несколько лет в Сибирь... А как их столько много было? Ну а как они их вообще, выгоняли там строить город, да? Они что, не могли срулить никуда? Неужели столько охраны, столько оружия было? Или как их там цепями? Интересно тоже. Теперь не отправлен ни один человек. Говорят, что Питер построен на костях. Да, на костях зэков. Смертность не считали. Мрут. Мрут. Питер вообще такой город, знаете. Ничего не хочу, конечно, сказать, но... Очень много печальных событий с ним связано. Кстати, и на море Петр побеждал во многом Блокаду, благодаря еще во каторжникам. что-то. Основу флота составляли галеры, грибные корабли, где на веслах годами сидели заключенные. После смерти Петра клейменных каторжных снова начали отправлять в Сибирь. Уедь. Тени прошлого в живописи. Прикиньте вот это. Знаете, тут есть поговорка, у меня что, на лбу написано? Вот, наверное, откуда она взялась. Реально, вот им клеймили, ставили клеймо. Вот, представляете, ты ходишь. Кто-то говорит, что на работу нельзя устроиться зэком, да? Сейчас нигде в паспорте ничего нигде не ставят, ни штамп, ни хрена о судимости. Если наколок нет у тебя, то есть ты пришел на работу устроиться, проблем-то нету. А вот если у тебя на лбу З, да, или там, зэк, там, или там К, у них там было каторжник, да, там, каторжанин. Вот с такой штукой, я думаю, будут у тебя проблемы в обществе. А сейчас ты что? Сейчас, пожалуйста, работы полно. Судимость, несудимость, пожалуйста, иди. Картина художника Ярошенко «Всюду жизнь». В окне тюремного вагона две бритые головы, каторжники. В конце 19 века уже изобретена фотография, она доказывает, что художник ничего не соврал. Вот они, группа беглых каторжников во дворе Нерчинской тюрьмы. Бритые головы. Волосы отрастали, их сбривали снова, чтобы всегда можно было человека отличить. Рвать ноздри каленым железом, как прежде, в конце 19 века уже было нельзя. Россия уже стала цивилизованной страной. Зачем ноздри рвали? Почему вы такие подробности не говорите? Вы говорите, до хрена что Петра показываете? Скажите, зачем ноздри-то рвали? Зачем? Барсик, что происходит? Этот старик очень любит в хорошую погоду сидеть здесь на скамейке. Удобно. 2 шага от дома и 2 до работы. Вот там сразу за воротами самая знаменитая тюрьма России, где он прослужил много-много лет. Владимирский Централ. О, ветер северный. У чувака решетка наколота на лице. Вот это, конечно, да, такого встретишь. Я все могу понять, даже перстни, если кто-то набил там в пылу, там какой-то, не знаю, прилива романтики. Но решетку на лице, это, наверное, ему пожизненно дали, скорее всего. Александр Малинин был дежурным помощником начальника тюрьмы. Он застал еще время, когда здесь сидели политические. Шпион, летчик Пауэрс, генерал Судоплатов, певица Русланова и даже пленные гитлеровские генералы. Некоторые из них и умерли в Централе. Их последний путь был очень коротким. Кладбище рядом. Вот откуда пошли наколки-то такие, которые сейчас модные, да? У Моргенштерна, у Фейса на лице, да? Я еще помню такой старый какой-то тоже, где-то попадались фотки чела, у него под глазами был наколот вот так вот «Полны любви». Тоже зачара какой-то, «Не буди» на глазах. Вот откуда все, опять же, тянется-то, да? Тюряга. Никуда от нее не Храни деться. вот прямо за забором. Закутают в одеяло. И сбросят. И закопают. Александр Малинин. Там А на том никаких берегу... памятников, ни надгробий могильных нет. Сегодня от этих захоронений нету и следа. Они накрыты новым слоем могил.
Тюрьмой особого назначения КГБ Владимирский Централ перестал быть в 80-е годы. Теперь это просто тюрьма для приговоренных к тюремному, крытому заключению арестантов. Этого я не знал. Идеальной чистоты дворы, перекрытые на всякий случай люки, побеги здесь бывали. В час обеда хозобслуга развозит на тележках баки с едой. Эти тележки – предмет особой владимирской истории. А что там? В 1956 году сюда поступил новый осужденный, Кто-то на них записанный уехал. как Василий Павлович Васильев. Он сидел отдельно и пользовался особым вниманием. Так. Работала токарем на станке. У нас раньше столовая, значит, столовая, дверь открывается, человек 10 осужденных гуськом берут эти баки с пищей и несут так на корпус. И он дал это предложение сделать коляску такую, тележку, чтобы возить пищу. Это далеко на первый корпус, на второй корпус, везде разносит. Так 10 человек тащат все эти бачки. Ну вот это... С водой холодные, большие бачки. Сделали так. Его звали тележку Сталинка. Его Сталин звали? Это сын Сталина? Таким токарем-рационализатором был Василий Сталин, сын вождя, арестованный вскоре после смерти отца. Ничего Прошло себе. уже 50 лет. А тележки, на которых возят еду, здесь по-прежнему иногда называют «сталинки». И что с ним случилось-то потом? Надо почитать будет потом в Википедии. Грандиознейшая история — эксперимент сталинской власти по части использования рабского труда, по масштабам во много раз превосходящий строительство Петербурга. Только эту советскую каторгу каторгой не называли, хотя условия были пострашнее петровских, и смертность тоже. Эта каторга называлась Колыма, по имени дальневосточной реки, и трудились на ней 900 тысяч заключенных. Из них 140... Миллион почти человек, представляете? Это же капец. Да уж. Всегда, всегда эти тюрьмы были. И, видимо, будут. 40 тысяч умерли или были убиты. Сколько? У нас привезли 1500 человек 8 октября. А к Новому году осталось 450 человек. Вы представляете? Вот. Октябрь, ноябрь, декабрь. За 3 месяца 1000 человек ушло. Охренеть. Вот это да. Ё-моё. Вот это смертность. О Колыме и людях Колымы, вчерашних и сегодняшних, смотрите во второй серии нашего фильма. Да, не переключайтесь, ребятки. Скоро будет продолжение. Лайк, подписка, все дела. Ну чё, как, ребята, вам зашел выпуск? Немного скучновато, честно говоря. Надеюсь, что дальше будет интереснее. Вот. А вы обязательно пишите свое мнение в комментариях. Мне интересно тоже. Вот. Там будут еще интересные выпуски. По-моему, вот это... Ну так, только для затравочки. Блядь, сейчас опять напишешь, скажешь, обрыгал весь выпуск. Но я просто пепси пью, мне очень захотелось попить пепси. Блядь, больше так не буду делать, ребят. Извините, не обессудьте. Вот. Также напоминаю, что по ссылкам в описании, если перейдете, найдете для себя очень много интересного. Мой ВК, Инстаграм, ТикТок, второй канал, Телеграм, еще что-то. Переходите, смотрите. И огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Давайте, ребят, берегите себя. Увидимся.